Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим маленький раскладик, что было, что есть, что будет. Вот хочется посмотреть действительно, что будет. Ну, допустим, через 3 дня или там через неделю, ну, может быть, через месяц. Да, что было, посмотрим, что есть. Это как сигнификация будет ваша, да, чтобы вы понимали, ваш расклад у вас так было или нет. Вот, и что будет. Пролистнем немножечко страничку судьбоносной книжки. Угу. Думайте о себе, проговорите свое имя. Сейчас достану по 3 карты. И докладывать тоже буду, скорее всего, но посмотрим. Так, снимаем. Что было? Что есть? И что будет? Давайте смотреть, что было. Угу. Так, отшельник, 4 мечей и паж мечей. Вот такие вот карты. Ну, отшельник, это понятно, что знаете, по вот этим всего лишь 3 картам я хочу сказать, что самое такое неприятное, да, в прошлом, самое неприятное, во-первых, это да, вы плохо себя чувствовали в какой-то момент, и кто-то из вас болел очень сильно. Это, опять же, говорю, общий расклад. Кому-то вот одна информация будет очень важна, кому-то другая, может быть, все даже кому-то. Но по 4 мечей здесь как будто бы вы действительно болели. То ли операция у вас какая была, то ли вы действительно болели так, что еле вы выздоровели, еле вышли из этого. Вот было. Это как в прошлом, это больно, да, это больно вспоминать. Не дай бог, чтобы такое повторилось. Вот что-то такое было. Кто-то из вас ухаживал за больным человеком долго. Это тоже. У вас, как говорится, очень сильные руки, да, и душа тоже. Но по пажу мечей вы всегда в своей жизни надеялись на какие-то выходы, на то, чтобы вот вы хотели, может быть, образование другое, не такое, как есть. Может и нет. Может быть, просто хотели переехать на новое место жительства. Может быть, ну и потом как бы не получилось, либо не так все пошло. Вот что-то есть, какие-то такие загвоздочки. И вот по отшельнику это не то, что вы вот одна или один, да, вот если мужчина смотрите, немножко переворачиваете на себя, были, а были люди, кто вас хотел проводить, помочь, что-то сделать, да, такое. Но вы человек, как с Марса, вот такое хочется сказать. Вы человек на своей волне. У вас свое впечатление, у вас свое понимание. И вам очень всегда хотелось, чтобы люди тоже вас понимали, слышали. Но очень-очень редко такое было. Может быть, 1-2 человека всего лишь. Потому что они другие, вы другая, вы другой. Вот тут так карты говорят. Но выздоровление вот как бы есть, да? Выздоровление есть. Вы любите смотреть на небо, вы любите смотреть, как перелетают треугольнички птиц. Вы любите природу, да, есть такое. Вы не любите заключение какое-то, вот чтобы 4 стены и все, и безвылазно. Вот, не любите такое. Ну, бывало. Бывало, что работа, допустим, вечно в 4 стенах, да, и надо же деньги зарабатывать, потому что несете многое на себе, может быть, из-за этого и болезнь была какая-то, ну, либо действительно ухаживали и свободы не видели. Вот такое.
вижу здесь. Любите свой дом, но иногда казалось, что в доме одиноко и пусто, и как будто бы холодно. А если вообще вот рано-рано туда, вот в юность, в детство, да, пойти, то здесь чувствуется свет. Вы очень хотите вернуть те времена, когда вот вы ребенком, ну, допустим, на дачу ездили, или к бабушке с дедушкой, либо и у мамы с папой там так хорошо все было, да, вот какое-то воспоминание у вас есть. Воспоминание теплоты, запаха, такого вкусного. Опять вот какой расклад уже вот были расклады, я чувствую, что вы любите запах, запах определенный какой-то вот. Это потому что не просто вам нравится, а потому что воспоминания есть. Хотя и те, которые нравятся, тоже есть, понятное дело. Да, вы пережили мечевой разрыв. Ну, предательство было у кого-то из вас. Вы как будто бы из дома хотите убежать. Или хотели когда-то. Или, может быть, и уехали из общего дома. Лишь бы вот от плохого уехать. Такое здесь. Кто-то из вас очень сильно верит в своего Бога, в свою силу. Ну, над вами, которая, в свою силу тоже. Верьте всегда, это супер правильно. Я имела в виду в силу, ну, высших сил, да, вот небес, вот такое вот говорю. Просите и будете услышаны обязательно. А вы уже услышаны. Давайте посмотрим, что сейчас. Шестерка кубков. Ну, сейчас вы до сих пор вспоминаете прошлое. Вот так и есть. Как тут, вот оно, как раз шестерочка кубков, это и есть воспоминания из прошлого. И, конечно, хочется хорошее что-то вспоминать, да, но есть и плохое. Ну, плохое лучше откидывать. Вы королева кубков на сегодняшний день. Королева кубков с шестеркой кубков и с рыцарем кубков. Вот, мужчина, говорю, королеву немножко на себя, а вы король. В общем, так. Ну да, энергию просто на себя перекручиваете. А вообще королева кубков говорит о том, что вы человек, ну, который знает действительно себе цену. Да, иногда бывает, что обесцениваете, вот так скажу, иногда бывает. Но вы знаете себе цену. Вы действительно по вот этим 3 картам, вы сердце очень сильно открываете людям, потому что это вы такой вот человек, вы такая. Как тут еще сказать? Ну вот недавно вы с кем-то общались хорошо, так хотели преподнести какую-то нужную информацию, ну, либо какие-то свои, да, воспоминания, либо как-то вот по интернету что-то вычитали смешное там, а люди вас, вот этот человек, с которым вы говорили, не понял. То ли не смешно было, то ли это вообще не мое сказал. Как будто бы вас не слышат и хотят закрыть. Потому что у них свое в голове, свои темы. То, что вы хотите чем разбавить эту жизнь, что-то интересненькое принести, они не понимают. А дело в том, что через какое-то время, год, 3 года, бывает и у некоторых больше даже, что они наконец-то вот через это время приходят к тому пониманию, что вы понимаете уже сейчас. А у вас, по-моему, было такое, что, например, лет, не знаю, да лет 15 назад, даже так могу сказать, ну, у кого-то год назад, может быть, ну, потому что общий расклад, и я даже 15 лет вижу, примерно так, что вы кому-то говорили, а надо вот так и так сделать. Может быть, бизнес какой, может, учеба, может быть, в доме что-то, может быть, со здоровьем, да. Что-то вы говорили, вот надо так и так. Вас не услышали, вас еще и погнали там или просто проигнорировали. Через вот это время сейчас они это начинают, но уже, может быть, не поздно, но лучше бы было тогда, когда вы говорили. Вот на сегодняшний день вы такой человек. Вы действительно как с Марса. Вот так вот по этой ситуации можно сказать. Но вы очень жизненный человек.
Вот. Любовь нужна вам. Она будет. Сейчас будем смотреть. Любовь. Хочется, чтобы любви было больше. Хочется, чтобы... А вас дети любят. Но иногда, ну, опять же, по своим пониманиям живут. Нет, любят вас дети. Но по своим пониманиям. Беспокойства у вас много по поводу детей есть. Тут вот дети вышли. Такая карта. Вот. Ну, давайте посмотрим. Это всадник, это рыцарь кубков. Это желание любить, желание быть любимым человеком, да, вот. И дороги свои по жизни идти вот нормально, чтобы было, где, чтобы радостно было, а не чтобы каждый там подходил и закрывал вас. Этого, естественно, хочется, хотя, ну, потому что такое, да, было в вашей жизни. Что будет? Так, жезловая десятка, подвешенность и шестерка мечей. У меня мурашки по коже. Карты, ну, не знаю, но такие четко отвечающие. Вы, вот эта вот десятка, это тяжесть. Правильно? Есть сейчас, даже сейчас в жизни какая-то тяжесть, какая-то тяжелая ситуация, как-то на душе там или вообще вот вокруг, да? Вот есть какая-то тяжесть. Подвешенная ситуация, да, есть что-то в остановке, но вы посмотрите, тут часы. И подвешенность, она, да, говорит о подвешенной ситуации, но время пришло, понимая, что в голове уже, да, что ты многое прошел и понял, переворачиваться. Время пришло. И вот эта карта, как закрепление, это шестерка мечей. Как бы тебе тяжело не было, но ты уже в пути на свой лучший, самый счастливый берег жизни. Эти карты это вообще четко. Вообще четко. Все описали. И как тяжело, и что вокруг творится, и как тебе в душу, может быть, наплевали, уж извините за такие слова, и что сам хочешь уже в подвешенном состоянии уже где-то закрыться, да, как все надоело. И кто-то, может быть, действительно закрыл пути, дороги, переехать куда-то не можете, либо что-то еще, восстановиться на какой-то должности не можете, либо дома что-то не совсем так, да. Нет, время пришло это все менять. Время само все меняет. Вы как раз вот на пути перемен, и потому что вы сами уже к этому готовы, вы сами многое помогаете себе и другим, это понятно, понимаете, да, понимаете. Но здесь еще и судьба вмешивается. Это значит, что судьба говорит: пришло время, скоро будет иначе, скоро будет еще больше движения. Подожди еще чуть-чуть. Уже идет, время уже вышло, уже идет, перемена, да? Но скоро будет окончательно открытая дорога, когда ты действительно поймешь, что вот это вот тяжелое время, да, оно закончилось. И это время начинает быть самым лучшим для тебя. Вы избраны в этой жизни. Такие карты вообще. Сочетание вот этих трех рядышком на вопрос. Это превосходно. Просто превосходно. Я обожаю шестерку мечей. Ну, действительно, ты много испытал в жизни. Мечи есть. Много понял. Но ты идешь от того, что плохо, в то, что хорошо. Это супер. Вот такой вот расклад. Да, даже доставать не нужно. Ну, давайте напоследок. Что еще карты вам скажут? Напоследок посмотрим. И все. В принципе, здесь хорошо карты сказали на сегодня. Ну, вот туз пентаклей. В твоих руках изобилие, в твоих руках волшебная монетка счастья твоего. О, там был отшельник. И тут отшельник, но этот отшельник уже в светлом пространстве и с огоньком, и лицом смотрит. Так что из отшельника ты выходишь. К тебе идет очень интересное что-то. Однозначно. Семерка кубков. Желания начнут потихоньку исполняться.
легкость появится в жизни. И на дне колоды Верховная Жрица. Жди каких-то интересных событий, перемен, даже тех, которые сейчас, даже вот сейчас, может когда-нибудь, но сейчас не надо открывать. Это как сюрпризики будут в твоей жизни. Жди сюрприза в ближайшие 3 дня уже. Может, человек придет, может быть, кто-то позвонит, скажет какую-то новость, может быть, подарочек какой-то получите. Ну, какой-то сюрпризик ждите уже вот на днях. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Пусть действительно у вас все получается вот с таким тузом, да, вот с таким тузом пентаклевым в руках, потому что это монетка счастья на новые дороги. И я с вами не прощаюсь. Не забывайте, что я на Ютубе, только на Ютубе, только здесь идет энергия пополнения, энергия счастья, энергия восстановления своей жизни, потому что я читаю молитвы. Там, где воруют мои видео на другие платформы, да, там нет моих молитв. Я уж точно на ключик здесь закрываю. Только вы получаете их, кто здесь смотрит. А там, ну, может, у вас, и как у меня видео воруют, и вас украсть энергию. Это я говорю практически на каждом раскладе, чтобы вы не попадали в плохую ситуацию. Вот. Счастья вам огромадное еще раз желаю. Сейчас прочитаю молитву защищенности и продвижения. И увидимся, услышимся на связи. Я вас жду в гости. Все.